Приветствую, друзья! Планета переживает настоящий хаос. Катаклизмы следуют один за другим. За один день планета получила десятки ударов, и кажется, что природа не собирается останавливаться и только набирает обороты. Это реальность, которую уже невозможно игнорировать. Мощная атмосферная река, обрушившаяся на побережье Тихого океана, вызвала сильные наводнения на юге Британской Колумбии. Несколько дней непрерывных дождей, которые обрушили месячную норму осадков всего за 2 дня, привели к быстрому подъему уровня рек, подтоплению населенных пунктов и перекрытию основных транспортных магистралей региона. Наиболее сложная ситуация сложилась в районе Фрейзер-Вэлли, затронув такие города, как Эбботсфорд, Чилливок и Хоуп. В Чилливоке и окрестностях количество осадков достигло 150 мм, а уровни рек продолжают расти. В Эбботсфорде из-за опасности наводнения было введено локальное чрезвычайное положение. Около 460 домов получили приказ об обязательной эвакуации. Еще 1069 находятся под предупреждением о возможной эвакуации. По данным властей, вода достигла жизненно важной автомагистрали Highway 1, соединяющей Ванкувер с восточными районами провинции, что привело к ее полному закрытию на одном из участков. Водители, пытаясь покинуть затопленные участки, часами стояли в пробках. Наводнение распространилось и на внутренние районы провинции. В Принстоне и вдоль рек Симилкамин и Туламин были введены новые приказы об эвакуации. В округе Оканаган-Симилкамин объявили чрезвычайное положение из-за подъема воды в реках, а муниципальный кемпинг Принстона был закрыт, и всем находящимся там было предписано немедленно покинуть территорию. По оценкам метеорологов, за 2 дня регион получил от 110 до 150 мм осадков. Хотя интенсивность дождей временно снизилась, опасность сохраняется. Прогнозы указывают на приближение новой атмосферной реки, которая может принести еще больше дождей к концу недели, что ставит под угрозу усилия по восстановлению и поддержанию стабильности. Эксперты предупреждают, что ситуация остается нестабильной, несмотря на то, что текущие масштабы ущерба пока ниже катастрофического уровня наводнений 2021 года. Министр по управлению чрезвычайными ситуациями Британской Колумбии Келли Грин призвала всех жителей затронутых районов подготовить тревожные чемоданчики, включающие теплую одежду и необходимые лекарства, готовясь к возможному ухудшению ситуации. Мощный взрыв и последовавший крупный пожар произошли в четверг в городе Хейвард, расположенном в районе залива Сан-Франциско в штате Калифорния. В результате инцидента как минимум 6 человек получили ранения, 1 дом был полностью уничтожен, а еще несколько зданий получили значительные повреждения. По предварительным данным и заявлениям представителей компании Pacific Gas and Electric Co., причиной разрыва подземного газопровода стало повреждение, нанесенное строительной бригадой, которая проводила работы в этом районе. Утром в четверг компания была уведомлена о том, что третья сторона повредила газовую линию. На место происшествия были направлены ремонтные бригады, которые перекрыли подачу газа, однако позже в том же районе произошел взрыв. Пожарная служба округа Аламеда быстро прибыла на место происшествия для локализации и тушения огня. В районе инцидента была проведена эвакуация жителей. Пострадавшие были доставлены в местные больницы. Их состояние не уточняется, но сообщается о серьезных ожогах. В настоящее время компания и власти проводят тщательное расследование для установления точных причин и обстоятельств взрыва. Продолжаются масштабные и разрушительные наводнения и в западной части штата Вашингтон. Особенно сильно пострадали округа Снохамиш и Скагит. В Снохамише фиксируются одни из самых серьезных наводнений за последние десятилетия. При этом уровень воды в реках продолжает опасно расти.
Спасательные службы активно проводят операции по спасению людей в затопленных районах. Кадры с дронов показывают полное затопление ключевых транспортных артерий, таких как старая дорога Снохамиш-Монро. По данным Национальной службы погоды США, ситуация продолжает стремительно ухудшаться. Уровень воды в реке Снохамиш приближается к опасной отметке 10 метров 19 сантиметров. Если это произойдет, данный уровень станет 4-м по высоте за всю историю наблюдений, сопоставимым с катастрофическими паводками 1975 и 2009 годов. Синоптики предупреждают о риске перелива дамб и широкомасштабных затоплений домов, сельскохозяйственных угодий и участков вдоль основных дорог. Одновременно с этим в соседнем округе Скагит продолжаются массовые эвакуации населения. Река Скагит достигла своего максимального уровня 2003 года, и местные власти предупреждают, что уровень может приблизиться к историческим максимумам. Жителям низинных районов в городах Маунт-Вернон, Берлингтон и Седра-Вулли было предписано немедленно покинуть свои дома из-за угрозы быстрого подъема воды и возможного перелива защитных сооружений. Вдоль всей долины Скагит наблюдаются обширные затопления. Спасательные команды работают в усиленном режиме, пытаясь минимизировать ущерб и обеспечить безопасность жителей региона, при этом сталкиваются с сильным течением и постоянно ухудшающейся обстановкой. Друзья, если вы хотите быть в курсе самых важных событий и не пропускать наши выпуски, подпишитесь на канал. Так вы точно не пропустите ничего важного. Япония пережила второе сильное землетрясение за неделю. В пятницу у восточного побережья префектуры Аомори произошел мощный подземный толчок магнитудой, по разным оценкам, от 6,7 до 6,9. Эпицентр находился на глубине около 20 километров под водой. Землетрясение произошло около 11:44 утра по местному времени и ощущалось на обширной территории от Аомори и Хатинохи до Хоккайдо и Токио. Японское метеорологическое агентство незамедлительно выпустило предупреждение о возможности цунами для побережья Хоккайдо, а также префектур Аомори, Ивате и Мияги, где ожидались волны высотой до 1 метра. В некоторых местах были зафиксированы небольшие волны цунами до 20 сантиметров, например, в порту Хатинохи и на Хоккайдо, после чего предупреждение было снято примерно через 2 часа. Серьезного ущерба в результате этого второго землетрясения зафиксировано не было. Этот инцидент произошел всего через несколько дней после более мощного землетрясения магнитудой 7,6, которое произошло в той же сейсмоактивной зоне в понедельник. Тогда подземные толчки привели к травмам у более чем 30 человек и вызвали цунами высотой до 70 сантиметров на побережье Санрику. После первого землетрясения метеорологи предупреждали о возможности повторения толчков аналогичной или большей мощности в этом же районе в ближайшие несколько дней и выпустили специальное консультативное уведомление о мегаземлетрясении. Хотя вероятность такого события оценивалась как низкая, она была выше обычной, и власти призывали жителей сохранять бдительность и готовность к немедленной эвакуации. Представители энергетических компаний, включая оператора АЭС Фукусима Дайичи, сообщили об отсутствии нарушений в работе атомных объектов после обоих землетрясений. Утром в пятницу в горном районе Барангай-Манипис, близ города Талисай на филиппинском острове Себу, произошел сход оползня на участке дороги Талисай-Толедо-Уорф-Роуд. Инцидент произошел утром. Огромные массы грунта, камней и обломков обрушились на проезжую часть, создав хаос и заставив водителей в панике маневрировать, пытаясь как можно скорее покинуть опасный участок. Обошлось без пострадавших. Филиппины расположены в зоне повышенной сейсмической и климатической активности, и сходы оползней, вызываемые проливными дождями или землетрясениями, являются частым явлением для региона. Власти призывают жителей Талисая и других подверженных риску районов сохранять бдительность, поскольку погодные условия остаются нестабильными, и почва остается насыщенной влагой после предыдущих тайфунов и дождей.
В различных регионах Турции наблюдается тревожная ситуация, вызванная рекордной засухой. Из-за снижения уровня грунтовых вод образовалось почти 700 провалов грунта. Эксперты предупреждают, что это число может увеличиться, и это представляет серьезную угрозу для обширных сельскохозяйственных угодий страны. Такие провалы особенно распространены в центральном регионе Анатолии, в провинциях Конья, Караман и Аксарай. Местные жители и фермеры с тревогой наблюдают за появлением новых углублений, которые могут достигать десятков метров в диаметре и глубину. Основной причиной этого явления стало многолетнее отсутствие достаточных осадков в регионе, а также интенсивный забор подземных вод для орошения сельскохозяйственных культур. Когда уровень грунтовых вод падает, почва и нижележащие слои грунта теряют свою опору и в конечном итоге обваливаются, образуя характерные воронки. Специалисты и экологи выражают крайнюю обеспокоенность. Помимо непосредственной опасности для инфраструктуры и населения, процесс образования провалов свидетельствует о критическом состоянии водных ресурсов Турции. Сельскохозяйственные угодья, являющиеся основой экономики многих регионов, находятся под прямой угрозой деградации и разрушения. Власти и ученые призывают к срочным мерам по рациональному использованию водных ресурсов и разработке долгосрочных стратегий по борьбе с последствиями изменения климата и засухи, чтобы предотвратить дальнейшее распространение этого опасного геологического явления. В четверг город Балкарса в аргентинской провинции Буэнос-Айрес оказался в эпицентре мощного атмосферного фронта, который принес не только проливные дожди и грозы, но и локальные пыльные бури, вызванные сильными порывами ветра в засушливых сельскохозяйственных районах. Этот фронт – часть более широкой системы неустойчивости, охватившей юго-восток провинции. Метеослужба выпустила желтый уровень тревоги для Балкарса и соседних муниципалитетов. Буря подняла в воздух огромные объемы песка и пыли, окутав город плотной завесой, что создавало апокалиптические кадры, а также привела к перебоям в транспортном сообщении и создала потенциальные риски для здоровья жителей из-за большого количества взвешенных частиц в воздухе. Вечером буря послабла, перейдя в обычный дождь, но оставила после себя грязные улицы и здания. Город Букаву, расположенный на востоке Демократической Республики Конго, пережил трагическое стихийное бедствие. Сильный и продолжительный ливень прилил к масштабным наводнениям, оползням и человеческим жертвам. По сообщениям гражданского общества коммуны и Банда, наиболее серьезно пострадали районы Панзи и Ндендере. Выход из берегов реки Каува вызвал затопление торговых зданий в промышленной зоне и распространился вплоть до центральной площади Независимости. Особенно тяжелая ситуация сложилась в районе Панзи. Мощные потоки воды, хлынувшие из канала Кахи, затопили критически важные транспортные артерии, в том числе национальную трассу номер 5, ведущую к району Бизимана, а также целый ряд улиц. Стихия привела к фатальным последствиям. Вблизи резиденции Маджали произошел сход оползня, из-за чего погибли 3 человека – беременная женщина и 2 ее детей. В настоящее время местные власти и службы экстренной помощи оценивают масштабы ущерба и оказывают помощь пострадавшим районам. С пятницы на субботу сильные дожди обрушились на города Маринга в штате Парана и Белу-Оризонти в штате Минас-Жерайс в Бразилии, вызвав масштабные наводнения. В Белу-Оризонти проливные дожди, сопровождавшиеся грозами и шквалистым ветром после жаркого дня с температурой выше 33 градусов, привели к подтоплениям в нескольких районах. За ночь выпало около 48 миллиметров осадков. Наиболее критическая ситуация наблюдалась на улице Альберто Синтра в районе Унион. Там мощные потоки воды уносили уличную мебель и разные конструкции. Затопления также были зафиксированы на ключевых транспортных магистралях, что серьезно осложнило движение транспорта.
Муниципальная гражданская оборона зарегистрировала 22 обращения от граждан, связанных с последствиями непогоды, включая подтопление домов, повреждение крыш и частичные обрушения стен. В Маринге ситуация развивалась не так стремительно, как в Белу-Оризонте, тем не менее проливной дождь также привел к затоплению нескольких улиц и вызвал перебои в работе инфраструктуры. Власти обоих регионов предупреждают жителей о риске новых подтоплений и призывают население соблюдать меры предосторожности в связи с сохраняющейся нестабильной погодной ситуацией. В субботу город Тетуан на севере Марокко столкнулся с сильным наводнением, вызванным интенсивными проливными дождями, которые обрушились на регион во время прохождения мощного погодного фронта. Накануне Национальное метеорологическое управление Марокко выпустило оранжевый уровень предупреждения, сообщив о сильных ливнях и грозах, которые должны были затронуть несколько провинций с пятницы по воскресенье. В Тетуане и окрестностях выпало достаточное количество осадков, чтобы ливневые системы не справились с нагрузкой. Улицы и переулки превратились в бурные потоки. Вода затопила низины, парковки и жилые кварталы. Автомобили и мотоциклы уносило потоками воды. В некоторых районах движение транспорта оказалось полностью парализовано. Жители с трудом передвигались по затопленным зонам. Эксперты связывают такие события с климатическими изменениями. Север Марокко, несмотря на средиземноморский климат, все чаще сталкивается с экстремальными осадками, усугубляемыми урбанизацией и недостаточным инвестированием в ливневые и дренажные системы. Муниципалитет Тетуана, помня уроки прошлых лет, когда наводнения уносили жизни и разрушали инфраструктуру, в последние годы много инвестировал в проекты по защите от паводков, строя каналы и укрепления. Но последний потоп показал, что этого недостаточно. В пятницу западные районы сирийской провинции Дейр-эз-Заур накрыли проливные дожди, которые привели к внезапным наводнениям. Такой интенсивности осадков, по свидетельствам местных жителей, не наблюдалось в регионе уже давно и вызвало серьезные нарушения в работе инфраструктуры и транспортного сообщения. Мощные потоки воды, хлынувшие по сухим руслам рек и низменностям, перекрыли ряд основных дорог, соединяющих деревни между собой, а также с окрестными районами и полностью изолировали некоторые населенные пункты. Аналогичные обильные осадки были зафиксированы и в других частях северо-восточной Сирии, в южной части провинции Хасака и в северном районе Шаддада. Хотя засушливые и полузасушливые регионы Сирии остро нуждаются во влаге, внезапные ливни часто приводят к разрушительным последствиям из-за отсутствия адекватной дренажной инфраструктуры и способности почвы быстро впитывать воду. В результате вода стремительно скапливается, вызывая внезапные паводки, которые представляют серьезную опасность для жизни и имущества населения. Местные власти и экстренные службы предпринимают все шаги для восстановления дорожного сообщения и оказания помощи жителям пострадавших районов в кратчайшие сроки. В четверг над знаменитым вулканом Японии Фудзи наблюдалось впечатляющее лентикулярное облако, привлекшее внимание местных жителей и туристов. Это атмосферное явление, известное своей характерной дискообразной или линзовидной формой, часто ассоциируется с НЛО и является довольно красивым зрелищем. Лентикулярные облака развиваются, когда стабильный влажный воздух сталкивается с преградой. Если скорость ветра достаточно высока, воздух поднимается, остывает, и содержащаяся в нем влага конденсируется, образуя стационарное облако. Само облако не движется вместе с ветром, оно как бы зависает на гребне воздушного потока. Друзья, на этом наш выпуск завершен. Будем рады видеть вас снова. Подписывайтесь и до встречи завтра в новом выпуске.